Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, зная, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу тираешь. I found my love in Battlefield. You bet you know story. Metso – первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера, музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки. Классический кроссовер – баланс между классикой и эстрадой. Мы планируем работать так, говорит один из участников группы, берем любую эстрадную песню, перекладываем ее на классический манер, делаем более тягучую обработку. Это есть классический кроссовер, когда ты можешь услышать элементы классики абсолютно в любой песне, которая, допустим, до этого была танцевальной. Ведь классика показывает красоту голоса, а у нас – красота ансамбля хорового и красота классического голоса. Даже название наше говорит об этом. Metso переводится как «середина». Мы специально подобрали такое название, что мы не будем слишком пафосными классиками, но и будем в то же время отличаться от эстрадных исполнителей. На самом деле это сложно объяснить. Возможно, я сужу со своей колокольни, но все устали от однообразной музыки. Все говорят: о, Metso, появилось что-то новое. Хотя это не новое, а хорошо забытое старое. Основанное в 2012 году продюсером Абделем Мухтаровым и состоящая из 4 талантливых молодых людей. Группа Metso исполняет песни на разных языках мира, включая каверы на песни из репертуаров таких исполнителей, как Андреа Бочелли, Иль Диво, Джош Гробан, Алессандро Сафина, Элтон Джон, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра и другие, а также свой авторский репертуар. Обладая музыкальным образованием и тонким творческим вкусом, солисты группы Metso создают свою неповторимую интерпретацию популярной музыки, одновременно следуя законам выбранного музыкального жанра и вдыхая в каждую песню свой собственный стиль. Трое из группы окончили консерваторию имени Курмангазы и Академию искусств имени Жургенова по вокалу. Один пришел с дипломом дирижера. За время учебы мы пели в коллективе, где было по 70 человек. Это сложно, нравы у людей разные. А здесь, как говорится, мы сошлись характерами. Команда должна быть сплоченной, мы понимаем, что продвигаем одно дело. Наше направление для Казахстана новое, мы еще свою публику наберем, поясняет Асан. Казахстанского шоу-бизнеса как такового нет. Чтобы он был, надо, чтобы певцы пели. А у нас красивые костюмы наденут и выходят. И если ты певец, то должен петь, а не просто перед зрителем выходить нарядным, для этого есть манекенщики. Нам все равно, потому что наш выбор – петь живьем. Мы никого не осуждаем, может, человеку нужно просто заработать денег, а оценит ли его талант, неважно. Впервые о группе Metso заговорили в 2012 году, когда она стала триумфатором и самым обсуждаемым коллективом телепроекта X-Factor, получив всенародное признание и зрительскую любовь по всему Казахстану. Этот год можно считать годом основания коллектива. Тогда же группа получила престижную премию «Алтын Адам», выбор года в Казахстане 2012 в номинации «Открытие года». Состав Metso претерпел несколько изменений, пока не был определен наилучший, в который вошли Жасулан Сыдыков, Женебек Сейдахметов, Асан Нурбергенов и Мирхан Жантурганов. Состав группы Metso: Жасулан Сыдыков, драматический тенор, мягкий обволакивающий тенор и элегический образ.
Таким Жасулан запомнился пользователям YouTube. С друзьями они записывали любительские клипы и выкладывали в сеть. Так, словно по голливудскому сценарию, начался путь на сцену программиста из Костаная Жасулана Сыдыкова. Будучи подростком, Жасулану за хорошие отметки подарили гитару. И он принялся усердно осваивать ее лады и аккорды. Вскоре программирование и прочие увлечения уступили место музыке. Попутно он исследовал еще один инструмент – собственный голос. Страсть к пению и отправила Жасулана в Костанайское музыкальное училище. Именно тогда кто-то из друзей предложил записать его на видео и выложить в сеть. Конечно, в тот момент никто и не предполагал, что эта квартирная съемка откроет дорогу к профессиональным выступлениям. Он просто пел, наделяя песни искренними чувствами. И вскоре талантливое исполнение Жасулана заметили в Алматы, предложив ему место в консерватории. Там-то и увидел молодой исполнитель афишу кастинга в Мэтса, группу классического кроссовера. Его приняли почти сразу. Музыка для меня – это монолог души, в котором присутствуют настоящие чувства. И это касается не только классики, но и народных казахских песен. Стоит лишь зазвучать первым нотам, как я всецело оказываюсь в их власти. Я хочу напомнить людям о существовании подлинной музыки с живыми эмоциями. По собственному признанию, он никогда не думал, что освоит академическое пение. Его манера исполнения находится на грани между классическим и эстрадным. В группе он вроде стального троса, связывает между собой классический вокал Асана и эстрадное исполнение Женибека и Мирхана. Кроме того, Жасулан самый опытный участник группы, переживший не один состав Мэтса. Асан Нурбергенов, баритон. Звуки его голоса напоминают мелодии старой Алма-Аты, те, что доносились из раскрытых окон вечернего города. Проникновенный баритон самого молодого исполнителя группы Асана Нурбергенова завораживает своей глубиной. Асан родился в Мангыстауской области в семье, где спорт стоял на почетном месте. В детстве он, как и Женибек, мечтал о футболе. Но здоровье не позволило ему стать профессиональным спортсменом. И отец, зная о необычайном голосе сына, предложил ему поступить в музыкальный колледж. Там Асан и познакомился с творчеством Андреа Бочелли, чье исполнение стало для него ориентиром. Он навсегда влюбился в академическое пение, и сегодня по-прежнему стремится покорить не только эстрадный Олимп, но и оперную сцену. «Я бы хотел быть примером для своих младших братьев и сестер, для моих поклонников», говорит Асан, и его юношеское лицо становится не по годам серьезным. Однако он уже пример для подражания. Долгие часы большого труда стоят за всеми его удачами в жизни. Консерватория, участие в конкурсах, работа на сцене и, главное, постоянное развитие своего таланта, оттачивание исполнительского мастерства. Целеустремленность Асана вызывает уважение у коллег и поклонников. Женибек Сейдахметов. Лирический тенор. «Я не хочу никому подражать. Талант, по-моему, это честность. Выходя на сцену, ты либо завоевываешь зал, либо нет. Если хочешь, чтобы слушатели приходили на твои концерты, надо просто быть собой». Такую честность и спортивный азарт в музыкальную деятельность Женибек привнес из футбола. Будучи мальчишкой, он грезил бутсами и чемпионатами, и даже сражался в составе юниорской сборной за честь родной Костанайской области. Но все изменило одно выступление на большом семейном празднике. В тот вечер у него появилась главная поклонница, его родная тетя. Она не только сумела разглядеть талант Женибека, но и стала поддерживать в нем стремление к профессиональному развитию и вдохновлять на новые певческие достижения, одним из которых стала победа в кастинге в группу Мэтса. Женибек пришел в группу сложившимся эстрадным певцом. К тому моменту он окончил Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова в классе Талкын Забирова и искал новые горизонты для раскрытия своего таланта. Классический кроссовер направления Мэтса оказалось идеальным музыкальным вектором, в котором лирический тенор Женибека зазвучал по-особенному прекрасно. Однако, несмотря на романтичность образа, он самый веселый и заводной участник группы. Мирхан Жантурганов. Тенор. Впервые на сцене Мирхан оказался в 4 года. Мама сумела разглядеть в сыне задатки таланта и вывела его к зрителю, а позже отдала в музыкальную школу. Однако, осваивая игру на фортепиано, Мирхан мечтал о карьере военного, хотел быть похожим на отца. И после окончания Уральского музыкального колледжа имени Курмангазы направился в Москву, чтобы поступить в военную академию. Но спустя 2 недели, проведенные в казарме, Мирхан понял, что детской мечте навсегда суждено остаться в мире грез. Приехал в Алматы и подал документы в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы на специальность хорового дирижирования. Во время обучения пел в различных коллективах, в том числе выступающих акапелла. Этот опыт оказался для него бесценным.
Незадолго до окончания консерватории Мирхан по настоянию друга прошел прослушивание в группу Metso. Не питая особых надежд, ведь у него все-таки не академическое, а эстрадное исполнение, Мирхан был приятно удивлен звонку от продюсера коллектива. Так он впервые попал в группу, незадолго до их участия в шоу X-Factor. После года совместной работы Мирхан взял перерыв, в течение которого пытался найти себя в разных музыкальных направлениях, начал писать песни и инструментальную музыку, окончил магистратуру, женился. Но творческие поиски вновь привели его к группе Metso. «Я прыгнул в реку, у которой сегодня очень быстрое течение», делится своими впечатлениями после возвращения в группу Мирхан. Сейчас в коллективе такие отношения, которые позволяют профессионально расти и развиваться каждому из нас. Кто знает, возможно, в скором времени Metso исполнит и сочиненные им произведения. Группа Metso активно гастролирует с огромным успехом в странах СНГ, Европы и в США. Их разнообразный репертуар и яркое исполнение впечатляют любителей классической и популярной музыки. Поклонники оставляют восторженные отзывы на страницах соцсетей группы. Лучшие в Казахстане и не только. Не всяк так блестяще справится. Профи. Каждый из вас – сокровище в мире вокального искусства. Мои любимчики на любом языке. Как же красиво поете, молодые люди. А голоса очень шикарные и роскошные. Казахстан – кузница талантов. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Отблеск костра в твоих глазах, сгорают звезды в них дотла.